люди глазами видят, ага, если там никто не лежит вокруг сбитых деревьев, кустов и запчастей, значит можно также подрезать. Я когда ехал в грузовике, тогда не надо было опечатывать, но держать телефон в кабине запрещено. Поэтому мы их клали там в мешок, и телефон или любое устройство, связывающееся по GPS, оно должно было быть за кабиной автомобиля. То есть, чтобы внутри невозможно было им воспользоваться. Вплоть до исключения из гонки. То есть, организаторы так боятся, что люди будут пользоваться какими-то навигационными системами. Но, думаю, когда ты едешь на спецучастке, во-первых, включить телефон на этапе понятно, для пилота это невозможно, а для штурмана, но сидеть в телефоне это тоже невозможно. Тут такой планшет большой, и то в нем цифры не видно от того, как они скачут. Сейчас при реализации электронных роутбуков вообще нет никакой возможности получить информацию заранее, если только нет утечки у самих организаторов. Мы же получаем код сейчас перед стартом, открываешь дорожную книгу и погнал. У тебя нет возможности даже ознакомиться с ней, не то что поработать, внеся какие-то корректировки. Да, я даже сейчас могу показать. Вот у меня, например, сегодняшний стейдж. Мы на 104-м километре, до нашей зоны до заправки 12 километров осталось. Идем курсом 294. То есть следующая наша остановка на 117-м километре будет 5-я путевая точка, и здесь мы сделаем дозаправку. Следующий, после дозаправки на 118-м мы свернем на этом перекрестке в дорогу просто под углом по треку. Оставим основную дорогу и уйдем по курсу. Следующее, у нас будет все, точка старта. И после этого ничего. Все, пустой роутбук. Это говорит о том, что я не могу знать дорожную книгу до того момента, пока я не пересеку стартовую линию. То есть только на старте спецучастка открывается. Для нас откроется книга, это уже книга этапа. А раньше можно было вечером мы получали роутбуки на следующий день, для того, чтобы штурман мог внести свои ремарки, подкорректировать, там, открасить что-то, опасные места выделить. Но люди продвинутые сразу обзавелись профессиональными картографами, которые быстро складывали этот роутбук, накладывали его на карты и выстраивали такой маршрут, где можно от точки до точки пройти просто по срезкам, по безопасным маршрутам. Ну, для тех, кто понимает немного, что значит такое роутбук, или кто ездил в ралли-рейдах, тот меня быстро поймет. Ну, а для тех, кому это интересно, скажу. То есть есть путевые точки, по которым мы должны пройти. В роутбуке прописаны все опасности, все свороты, и то есть конкретно прорисован трек. Мы знаем, на каком километре, на каком метре нас ждет там, или какой-то большой камень на трассе стоит, или яма. Это все прописывается. Если этого не прописывать, то, естественно, там можно улететь в аварию или с обрыва, с какого-нибудь. Для того все прописывается. И если мы едем четко в роутбуке, значит, мы знаем, что нас ждет, мы можем повышать, где-то сбрасывать. А когда едешь вслепую, просто по курсу, ну, понятно, что с большой вероятностью можно просто влететь куда-то, врезаться или вообще свалиться в яму, или в русло, или в реку, или в канаву в какую-нибудь. Для того и пишется этот роутбук. Но есть обязательные путевые точки, которые мы должны захватить. И раньше картографы что делали? Они находили по бумажному роутбуку, находили точку старта, и от старта прописывали весь трек. И в каких-то местах, где можно сократить трек, сократить дистанцию, захватив все эти точки, они давали корректировки. То есть человек выезжал уже на старт, у него были корректировки, на каком километре можно уйти, на какой курс и по какой дороге, чтобы срезать. И мы сталкивались с этим очень часто. Но я никогда не работал с картографами,
и мы не пользовались этой услугой. Но хотя вот в фирменных командах это всегда было, да, Дэн? Да. Оно и сейчас видно, мы очень часто едем по срезкам, и эти срезки уже набиты такие, как больше, чем основной трек, который в роутбуке прописан. Ну, сейчас они не такие драматические, как раньше. Раньше срезали километры, сейчас мы просто срезаем условно углы. Ну да, это говорит о чем? О том, что километр срезать не сможешь, потому что нет никаких корректировок. Просто люди глазами видят, ага, если выход на точку, там смотрят на градус, и трек уходит в объезд, а можно будет срезать, то, конечно, они идут напрямую. Да, рискуют, но первый, кто проложил этот трек, если там никто не лежит в этом треке, не валяется вокруг сбитых деревьев, кустов и запчастей, значит, можно также подрезать. И проходит второй, третий, и потом уже все, набивают целый канал. Для меня, как для штурмана, это очень неудобно, потому как любая срезка, она выбивает основной километраж и расстояние до следующей позиции. А бывает и проскакивает даже позицию, если длинная срезка. И любая срезка, нужна корректировка после нее. Либо в голове корректируешь сразу, на сколько метров нужно подтягиваться, сложив, на сколько метров была срезка эта. И, конечно, работать неудобно. Профессиональные штурманы быстро адаптируются к этому и уже четко понимают, возвращаются снова в курс своей этой роутбуковский.